Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, кто спешит в вашу жизнь и что же он с собой интересного и полезного для вас принесет. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте смотреть, кто же спешит в вашу жизнь. Мечевая королева собственной персоной вместе с жезловым королем. Вы знаете, здесь такое чувство, что через общение с женщиной в вашу жизнь входит жезловый король. Мечевая королева может быть вашей давней знакомой, подругой, с которой вы давно не общались. Это может быть девушка, женщина воздушных знаков зодиака, либо же женщина в форме, медик, военный, юрист или спортсменка. Все это у нас относится к тому дресс-коду, который может олицетворять мечевая королева. Также это может быть барышня, которая является вашей некой такой потенциальной соперницей, но в любом случае через эту женскую фигуру в вашу жизнь идет жезловый король. Скорее всего, это новое знакомство. И это может быть представитель огненных знаков зодиака, либо мужчина такой очень активный, импозантный, мужчина при власти, мужчина очень такой вот энергичный, который умеет к себе расположить. Причем с появлением этих людей в вашей жизни здесь грядут некие перемены. Свой привычный ритм жизни придется перестроить, с кем-то прекратить общение, кому-то придется поменять место жительства, кому-то сменить место работы, кому-то отказаться от многих привычек. И это будет правильным ходом событий. Карта правосудия говорит о том, что настало время как раз-таки для тех самых перемен. Давайте посмотрим поподробнее, что это за люди, что за мечевая, прошу прощения, королева. Давайте ее охарактеризуем, как она к вам вообще относится. Вы знаете, это, скорее всего, девушка, женщина, общение с которой для вас будет не в полной мере приятно. Если это ваша давняя знакомая, то общение, оно здесь циклично, вы то ближе, то дальше. Либо же это совершенно какая-то случайная ваша встреча, и у нее в характере есть такая черта, как привычка действовать за вашей спиной. У нее есть другой мужчина, поэтому даже если она будет позиционировать себя как ваша соперница, не такая уж она и соперница, потому что она при Пентаклевом короле. Скорее всего, это ее супруг, либо постоянный спутник. А какую роль она здесь сыграет? Ну, собственно, через нее и взаимодействие будет. Давайте посмотрим, какую роль. Она наденет маску доброжелательницы. Она вполне благосклонна к вам будет. Прям вот, знаете, ангел во плоти. Сплошная женская энергия, хотя она такая вот мадам, как железная леди, снежная королева. Но, тем не менее, ее влияние здесь на ситуацию будет очень положительным. Хоть и может она представлять из себя человека с двойным дном. То есть думает одно, делает несколько другое. Но действия ее здесь будут несколько такими более приятными, чем неприятными. А что это за жезловый король? Давайте его охарактеризуем. Так, очень энергичный человек, с которым у вас совпадают цели и, скорее всего, дороги. Будете вы связаны какой-то деятельностью. И самым важным моментом будет являться то, насколько вы с ним сконнектитесь. Карта сила – это умение найти баланс между мужской и женской энергией. И поскольку он здесь очень энергичен, вам стоит быть максимально мягкой для того, чтобы вот эти вот два ваших огня не подрались, не поругались, не поссорились. И он будет наблюдать за вами, он будет как будто изучать вас. Поспешных выводов он делать не будет. Он не из тех, кто, знаете, вот сразу же набрасывается на новую знакомую с какими-то инициативами, с какими-то предложениями. Он весьма будет осмотрителен. Хитер.
умен, умеет притвориться жертвой для того, чтобы глубже прощупать эту почву. Но, тем не менее, благодаря его вот этим вот уловкам, благодаря тому, что он умеет осуществлять вот эти вот ходы конем, у вас с ним случится как раз-таки вот тот самый нужный коннект. Здесь важно не форсировать события и не стараться с ним как-то бороться, соперничать. Здесь важно где-то даже уступить и покориться ему, его власти, его каким-то требованиям. У большинства здесь связь будет на почве, как я уже сказала, совместных каких-то целей, совместной деятельности и, возможно, даже поездок совместных. Давайте посмотрим, что же несет с собой в вашу жизнь этот жезловый король. А он вам открывает дороги. Во-первых, здесь при общении с ним у вас будут преобладать больше положительные эмоции, положительные, романтичные. Но его позиция для вас будет не совсем проста, потому что, сейчас объясню почему. Смотрите, с появлением этого человека в вашей жизни у вас наступает как новая эра, новый период, новая страница и новый сценарий. И для вас принять вот эти вот новшества будет не совсем просто. С одной стороны, вам это нравится, а с другой стороны, вы привыкли к совершенно другому сценарию, и вам сложно перестроиться. А как в дальнейшем будет? Стоит ли вообще его впускать в вашу жизнь? Но вы знаете, вам стоит побороться, вам придется побороться за то, чтобы все-таки оставить в вашей жизни те составляющие, да, допустим, тех знакомых, тех друзей, которые для вас представляют какую-то особую ценность. И здесь нужно будет искать компромиссы, здесь нужно будет прям вот договариваться, убеждать. И нужно сказать, что у вас получится, потому что он в вас будет заинтересован на почве тех наблюдений, которые он осуществит, да, на почве той информации, которую ему удастся извлечь из своих наблюдений, он поймет, что вам можно дальше двигаться вместе к общим целям, и вы ему нужны как союзник, вы ему нужны как соратник, и поэтому он тоже будет готов где-то принимать ваши условия, идти на компромиссы. Важно просто, чтобы вы эти компромиссы выдвигали очень мягко, да, не рубили с плеча, не ультиматум выдвигали, а вот именно мягко, как кошечка. И тогда, да, тогда он тоже согласится на какие-то определенные условия, которые выдвигаете ему вы. Но здесь, повторюсь, важно действовать очень мягко, где-то даже хитро. Он даже может сделать вид, что он согласился, а на самом деле он взял что-то на контроль, на вооружение. А к чему придет-то все вот это? Давайте посмотрим, что в итоге вашего общения, что вы получите. Ну, во-первых, здесь у большинства все-таки отыграется совместная трудовая деятельность. Восьмерка Пентаклей – это карта работы. И вы знаете, могу сказать, что эта работа будет вам по душе. Здесь у большинства все-таки больше не любовно-романтические отношения, а деловые. Потому что, смотрите, здесь идет еще одна мужская фигура, король мечей, который либо вашим нынешним спутником является, и может составить вот этому жезловому королю достойную конкуренцию, либо же он у вас на горизонте появится чуть позже и опять же сможет составить серьезную конкуренцию вот этому жезловому королю. С жезловым королем у вас такое ощущение, что дороги больше в сфере работы открываются и какие-то бенефиты вы в сфере трудовой деятельности получаете, но вам понравится. И в дальнейшем через вот этого жезлового в вашу жизнь уже входит вот этот вот мечевый король, такой прям, знаете, собственной персоной. Да, совершенно верно. Появится другой мужчина, и роль вот этого жезлового в вашей жизни будет уже сыграна. Тем не менее, он сможет оказывать вам определенную поддержку, которая вам нужна. И он, знаете, он как проводник для вас вот именно в новую жизнь, в новую главу, в новую страницу вашей жизни. И ведет он вас на вот этом пути
к другому, собственно, мужчине. Давайте посмотрим, что у вас с тем-то будет. А вот тот уже, к которому он вас приведет, здесь будет как раз-таки предложение руки и сердца, и будет такая дикая, жуткая борьба, которая сможет вам дать понять, кто же на самом деле является тем единственным, кого вы хотите видеть в своей жизни. И через вот того единственного осуществить свои мечты. Все будет в ваших руках, будет несколько мужчин, среди которых вы будете выбирать. Вы уже будете в такой, знаете, в главенствующей позиции, когда вам придется решать, кто из них. Либо вот этот жезловый, либо вот этот вот новый мечевый, который в дальнейшем проникнется к вам такой вот настолько сильной любовью, что готов будет за вас воевать и сражаться. Но в любом случае вы в выигрыше. Здесь выбор будет за вами, и решение тоже за вами, за женщиной. Вам предстоит решать, кого вы примете и впустите, и оставите с собой рядом в своей жизни. Вот такой получился у нас прогноз. Благодарю всех за внимание. До встречи в новых видео.